поговорил там с мужиками. Ah, soca, yeah? Yes. Okay. Good. Thank you. Good. Сказали только что Германия выиграла в мировом соревновании по футболу. Я не особо фанат, но выиграла, так выиграла. Они сами оттуда ехали, они там, кажется, деревья рубят или что-то делают, вот, и проезжали тут, остановились тут, они останавливаются сами набрать воды, попить, где я умывался и набирал воды, сами со мной загорели, откуда я, что, куда, я им рассказал, и сказал им, что я вообще хотел на это озеро там, назвал им озеро, они говорят, о, какое красивое озеро, но я им сказал, чуваки, я туда ехал, я чуть не сдурел. И вернулся обратно, и тут переночевал. Они мне сказали, чувак, тут опасно одному ночевать, тут есть медведи. Я им сказал, блин, никаких медведей я не встречал, но собаки, блин, лаяли всю ночь. Вот, они мне сказали, что если туда поехать, где я вчера был, и через 5 километров там будет асфальт. Я им сказал, не, ребята, знаете что, я там уже вчера был, и я поеду обратно и по трассе. Потому что там вот именно проблема в том, что очень крутой спуск, и я соскальзываю с тормозов, и мотоцикл прыгает, и руль подпрыгивает в разные стороны, я его не могу удержать. Опа, опа, опа. Ну что, ребята, поехали. Вот такая вот дорожка, по которой я ночью газовал. Кажется, вот сюда, да. Вот, и там, я говорю, вниз был полный атас. Когда идет не вниз, а ровно или вверх даже, то удобнее. Можно сцеплением, газом регулировать скорость. А когда вниз, то, блин, я говорю, он даже разгонялся на первой скорости. Если бы я бы не тормозил на первой скорости, оба, он бы разгонялся на километров 20 точно. А там максимально я пытался ехать так 5-10, чтобы не улететь. Вот еще прикольно, что я тут проснулся, когда то и мухи летали, и пчелки. А когда проснулся там с коровками и лошадьми, то там вообще ни мух, ни пчелок не было. И я заметил, что обычно кони, коровы отмахиваются от мух, да, они у них там у глаз, в носу. Вот, а там не было мух в Хорватии. И я подумал, какие счастливые коровки. Им не надо отмахиваться. Ну и кони тоже. Вот. Короче, вот так мы сейчас будем ехать. Около 5-10 километров где-то. 5-10, я уже точно не помню. И выйдем обратно. Вот я тут ехал, и ночь, да, была. И я смотрел вправо-влево, вроде поле, да. Я там фонариком светил. Потому что было полностью ночь, я так ехал, можете себе представить, и звезды, полное небо звезд. И я такой одинокий воин такой. Ну вот, и смотрел эти поля, но они, видите, все идут наискос, а тут наискос вверх. И ничего не видно, я так заходил где-то на 1-2 в поле, смотрел искос, еду дальше, ищу, куда дальше. Короче, я теперь решил, это для меня лекция, что я не буду себе ставить точки, как вот это озеро, что вот я обязательно должен туда доехать, переночевать. А буду просто смотреть, когда уже часов, не знаю, 7-8 начинается, уже смотреть себе ночевку, пока светло. Потому что это озеро я себе что-то, блин, вбил в голову, что вот надо доехать. А сам одновременно останавливался, то там посмотреть, то сям посмотреть. И да, и... Короче, не умею я брать вовремя точки.
Поэтому в моем случае так бронировать отель или комнаты или что-то это нереально. Или связано с очень большим стрессом, да, я тогда стрессую, что вот надо успеть туда-сюда. Поэтому в моем случае мой жанр ничего не планировать, даже если красиво. Ну все, короче, сейчас поеду. Еду в Высоко, город. Высоко или высоко, не знаю. Вроде Высоко говорят. Может, найду там эти пирамиды, посмотрю и по дороге туда посмотрю, какая дорога на это озеро, потому что на карте очень красиво там. Я там на Google Maps смотрел, там и фотки есть Google Maps. Я думал там на какой-то горе переночевать, но это жестко. Блин, смотрите, какое классное место, где я бы мог переночевать, но я в ночи не видел. Сейчас еду по асфальту, и как будто дорога бархатная после тех камней. Так, еду сейчас не по маршруту, еду через Новый Травник, потому что через озеро не получилось высоко добраться. И вот сейчас, надеюсь, вот по такой вот дороге еду в Новый Травник, а тут уже высоко. Получается по северо-востоку. Вот. И тут жара, на самом деле, на солнце я немного майку смочил. И поэтому вот такая дорога на скорости хорошо освежает. А то, если тропами ехать, там медленно и напряжно, очень жарко. Так что все нормально. Надо иметь смелость отойти от плана, сменить. Что тут происходит? Это все, асфальт закончился? Или он еще будет? Ребята, я хотел асфальт, как бы. Может, там, где стоят машины, уже асфальт? Хоть не с горки, блин. Грузовичок едет. Не понимаю. О, сколько пыли. Да, у меня пыли. Чувак, художник. Так, блин, я хочу асфальт, как бы. Ребята. Что за хрень? Я так никуда не уеду. Давай, давай, удиви меня. Удиви меня. Блин. Короче, не успели они для меня построить дорогу. Не ожидали, что я буду в гостях. Ну, блин. О! Кажется, асфальт. Да. Отлично. Уху! Хоть какой. Фу. Я уже думал, блин, до конца буду так ехать. Блин. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. О, ничего себе. О,
Нет. Да ну нафиг. Еду в окружную по асфальту. Короче, как я понял, эта дорога ведет все-таки на это озеро, на которое я хотел. Это вот другая просто дорога. Вот, и я думал, я его объезжаю как-то по другой. Но, скорее всего, вот на озеро поедем. Посмотрим, сколько еще осталось. Посмотрим уже это озеро. Может, там будет столик или что-то, где я смогу себе что-то приготовить. А пока вот такие более и менее жесткие проходы. Опа. Вот так посмотрим, короче, сколько еще. Не знаю, я просто, может быть, неженка, может быть, такому мотоциклу нормально такие дороги, и я просто не разбираюсь. И вот думаю, в следующий раз может что-то взять 70-30 или 50/50. Там какой-то Хайденау 60 или что там есть. Вот, короче, по направлению к озеру, наверное, последние 1-2 километра они успели положить асфальт. Я надеюсь, что до конца к озеру будет, а я на самом деле уже устал. Смотрим. Асфальт, но много камешков и песка. Нужно аккуратненько, чтобы не улететь. Надо мной огромная туча. Совсем не жарко, это хорошо. Но я надеюсь, что не польет дождь. Так, я надеюсь, я смогу по асфальту прямо до озера доехать, а то я тут вижу тропы. Блин, вот видите, вроде асфальт, но песок, на котором я тогда разложился. О, даже снег еще есть в горах вот здесь. Мы достаточно высоко поднялись. О, чувак, пропустишь? Спасибо. Катунсько населе Прокошко езеро. Ура! Почти доехали. Я надеюсь, хватит карточки, она у меня уже заканчивается, надо поменять. О, ребята, что там, стоит, что ли? Надо платить? Не понял. You have to pay to get there? How many? 6 marks. So 3 euros something, yeah? 26, so 13 euros. Okay, understand. I go back. I don't need. Thank you. Короче, ни хера себе. 26 этих марок, где-то 13 евро, просто чтобы посмотреть. Блин, хорошо, что я вчера ночью не доехал. А то хотел бы тут бы переночевать, и хрен бы переночевал. С другой стороны, ночью, может быть, пролетел. Смотрите, какое небо. О, мы сейчас отсюда посмотрим.
Короче, хорошо, что я вчера ночью не решил все-таки добраться, да, а то бы, прикиньте, приехал бы, наверное, в часа 2 ночи до отсюда, если вообще, или в 3, и тут закрыто, и без понятия, что и как. Хорошо, именно так, как сложилось. Вот, я, в принципе, приехал, увидел. Я не понимаю, зачем туда, в принципе, въезжать, да. Я думал туда въехать переночевать вчера. У озера там сплавать. Плавать прохладно. Вот смотрите, какие тучи сильные. Не жарко, наверное, градусов, я бы сказал, 20 максимум. Мы на горе, в горах. Я посмотрел. И теперь двигаем дальше. Стоимость, они сказали, 23 кума марк, или как оно называется. Я так прикидываю. Не, 26. Это 13 евро где-то. Я так предполагаю, что это как раз эти security, которые стоят на пропускном, это именно для них зарплата. Вот. Мне что-то перестало раньше, вот на первой передаче я брал сцепление, ножку убирал, и он стартовал. Сейчас почему-то не стартует на первой. Ну-ка я попробую на второй. На второй. Тоже не стартует. Только с нейтральной. Что-то у меня там, наверное, оборвалось или что-то, я не знаю. Вот, короче. Валим отсюда. Вот когда я сегодня утром сказал, что, может быть, с другой стороны подъеду к озеру, я, скорее всего, имел в виду вот эту дорогу. А навигация меня повела все-таки через ту. Я думал, что другой альтернативы нету. Я не посмотрел внимательно. А тут кайфово. Закончилась лафа. Да, вот так вот. Ва. Вот, короче, они еще делают. Фу. Я не знаю, чуваки на машине тоже собирались сюда ехать. Я не знаю, пройдут они сюда или нет. Окей. Na, ich bin von da gekommen. Das ist so hardcore. Ja. Мимо катка еще можно, мимо грейдера. Не знаю, как у них получится. Фу, блин. Вот, чувак отдыхает, не работает. Начальник, наверное, бригады. Начальник, сейчас. Опа. Чувак везет песочек. Ну, сейчас. Давай. Опа, прикрылись. Да, блин. Блин. Фак, смотрите, сколько пыли он везет ко мне. Но спасибо, чувак, не так разогнался, что не так много пыли поднял. Да, блин. Еду уже, наверное, не знаю, минут 20 еще с этой горки. Что очень медленно. Сильный склон на первой передаче. Спокойненько. Особенно в поворотах.
потому что меня сносит. О, нет. О, нет. Чувак пропускает меня на Ниве, но напылил. Я задолбался уже по этой пыли ехать. Не знаю, когда она закончится. О! Хотел взять немножко жестче поворот и чуть не улетел. О, яма. О, кажется, выезжаю в населенный пункт. Или нет? Казалось. Да. Блин, наконец-то. Фу. Отдыхаем. Во, кстати, местечко. И с водой, и со столиками, и красивое, и без пыли. Сейчас я. Вот тут-то как раз. Смотрите, такая штука. А вот тут я как раз вот закушу. Вода. Все, вуаля. Вот так красиво оно смотрится. Вот, прикончим и дальше. Тучи, ветер. Посмотрим, ливанет ли сегодня или нет. Смотрите на. Поел. И полил дождь. Что, товарищ, самое жесткое прошло. Гроза пролетела. Рванем. Может быть, за счет мокрой дороги немножко цепь помоет. Мне ее надо смазать, но она такая вся была замызганная. И вот, может быть, помоем ее. Опа! Короче, время уже, почти 4:30, а я толком никуда не уехал, ничего не сделал. Но вот эти высоко, да, оно недалеко, так что посмотрим, доедем. Проблема просто в том, что там тоже, скорее всего, был дождь, и не очень будет приятно там ходить. Вот вам немного мини-городок Фойница. Полиция у них. Ну, я уже проехал, главное, наверное. Поздно включил. Вот так вот. Переждали немного дождь. И выдвигаемся. Цепь немножко помыта дождиком. Теперь она только что подсохла, и можно будет смазывать. Так. Погнали. Опа. Тучи еще есть. И нам повезет, если мы туда поедем, там светло. Не повезет, если мы налево поедем, там не светло. Не светло и мокро. Посмотрим. Да, цепь не смазана сейчас, она в принципе полностью чистенькая, мокрая, без смазки. Посмотрим. Надо будет максимально быстро смазать. Как вы понимаете, я поехал налево, где темно, сыро, мокро и не прикольно, а не направо, где
О! Не, думал я тут был. Да, не направо, где светло и сухо. Вот. Наверное, на камере вообще ничего не видно из-за капелек. У меня в визоре тоже ничего не видно из-за капелек. А еще он у меня немножко запотевает, потому что пинлок отвалился. Уже давно, правда, уже 3-й год. Ну вот. Едем, мокнем немного. Моемся от пыли. Что начал так сильно прямо лить. Аж больно было по телу, как били капли. Вот, блин. Жестко вообще. И молния тут перед тем, как заехал на эту заправку. Прямо над заправкой. Так четко так грохнул вообще. Чуть не оглох. Цепь как раз помыта. Надо, чтобы подсохла. Можно будет мазать, а то она была вся в пыли. Пообщался с чуваком из Китая, 2-й месяц уже. Вышел, бродит по Европе. Новый фильм. What's your name? Go. Your name Go. Gang. Gang. Nice to meet you. Gang. Do you have YouTube or because of your webcam? Yeah. YouTube, yeah? Oh, no. TikTok? Vlog. Huh? Vlog. Vlog? Yeah. Ah, okay. But in internet? No. No. No, okay. It's good. Okay, good luck. Peace with you. Все. Да, у меня, к сожалению, нету с собой сладостей, вообще нету чем поделиться. Поэтому мог бы только чечевицу дать, и то она у меня как бы так, полпакетика. Он, кстати, тоже, он с палаткой, совсем, он пешком и на автобусе, туда-сюда, спит в палатке, ходит много, по 30 километров в день, говорит, получается у него пройти. 22 года. Вот, а я выезжаю в дождь, потому что он чуть-чуть прекратился. Ну как прекратился? Вот. Снова он как бы утих, шел, но утих. И сейчас, походу, снова усиляется, блин. Едем, короче, до следующей заправки, чтобы там спрятаться. Да, не был бы я так загружен, я бы взял чувака с собой, показать ему высоко. Я ему рассказал, что я иду высоко, что там... О, нихера себе, молния, в гору прямо стукну. Высоко, что там пирамиды, типа, с энергией, туда-сюда. Я хочу посмотреть. Не знаю, насколько он понял, он не очень шарит на английском. Мы с ним как бы переписывались по Google Translate. Вот. Ну все, ищем следующую крышу. Зря я выехал, наверное, надо было еще там посидеть, поторчать. Но он собрался, и мне показалось, что вроде уже нормально. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, смотрите, куда я еду. Да. Каждый раз меня что-то удерживает от посещения этого места высоко. Наверное, я недостоин этой мега энергии, которая там заселилась. Ой-ой-ой, все, надо крышу срочно. Крышу. Ой-ой-ой, сильный дождь. Крышу. Блин. Нахера я оттуда ушел? Надо было торчать на заправке.
До полного успокоения. О, сейчас сюда, на парковку спрячу, может быть. Вот тут я бы мог проехать. А, теперь надо поехать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О. Быстренько, 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 быстренько. Сейчас тут на тротуаре где-то залезу. Так, чтобы никого не сбить. Меня никто не сбил. Вот так, чувак. Оп, 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 оп. Фу, блин. Промок. Вот. Запаренный весь. О, молния грохочет. Вы посмотрите, что творится. Походу тут очень долго не было дождя. И вот наконец-то. Наконец-то пошел. Короче, смысла ждать нету. Если будет дождь, он такой затяжной, все небо закрыто. Не видно просветления. Поэтому едем. Вроде бы ботинок держит воду, да, после моего полета, где ногу хорошенько так вывернуло, да. Вот, и что даже носок ботинка, он прямо внутрь так вдавился, я его потом выдавил. Ну вот, я думал, что, возможно, потеряет свое свойство держания воды, можно так сказать. Вот, но вроде пока ноги сухие, чтобы не сглазить. Вот, а куртка? Куртка нет. Куртка первые годы была тоже водонепроницаемая у меня. Но ей уже около 8 лет. И она уже потихоньку выходит на пенсию. Очень хорошая. Не очень яркая, но очень хорошая. Еще фирмы Хайнгерике, которая, в принципе, вот я купил эту куртку на распродаже. И в этот же год Хайнгерике он закрылся. А, кстати, забыл сказать, что, во-первых, прикольно, что дождь не застал меня, когда я был там на горе, где я хотел на это озеро, да, потому что потом по этой грязи, по глине, по месиву этого из пыли, глины, песка и воды, я бы, наверное, там тоже точно бы скользил вниз на боку, можно так сказать. Я-то что, я думал просто заехать туда, там где-то переночевать, да, если бы я бы вчера бы до туда доехал. Вот, и если было бы очень жарко, я потом сплавал в этом озере. О, нихера себе, сейчас буду весь коричневый. Не хочу быть весь коричневый. Это вот. Если было бы жарко, я потом сплавал. Вот, а так мне, в принципе, там ничего и не надо. Я на картинках посмотрел, что да как, и плюс там со скалы сфотографировал. Но есть вариант, что там сделано как бы для туристов, там разные, не знаю, ресторанчики, кабаки, аттракционы. Поэтому, кому интересно такое, то имеет смысл туда зайти. Мне такое не очень нравится, как бы оно занимает много времени. Кстати, может, кто в курсе, у меня был подогрев ручек, да? Вот эта штучка. Вот, но когда-то... О! Не, что-то почти. Короче, она у меня перестала работать. И это случилось в то же время, когда у меня аккумулятор сел на 5 вольт. Вот, и я думаю, что там что-то замкнуло или что, и оно высосало аккумулятор. Хотя оно подсоединено не к аккумулятору, а к зажиганию. Сейчас проедет чувак. Вот, и, короче, а вчера, когда я по этим камням там прыгал, так мотоцикл так трясло, что я думал, я вылечу. И эта штука моргала. Я думал, что она уже все мертвая. Она вот начала моргать, и сейчас она даже пускает мне светомузыку. Вот, и может кто в курсе, где что проверить. Эту штуку я просто раскрутил, закрутил, не знаю, что и как. Но, возможно, там где-то надорвался проводок, или, может, где-то есть предохранитель, не знаю. Короче, нет у меня подогрева ручек. Вот так оно работает. По идее, тут нажимаешь один раз, загорается один диод, типа тепленькая. 2 раза, 2, 3, 4 до горячего. И потом еще раз, и все исчезают. А тут оно не хочет. Вот, так что если кто в курсе,
напишите, пожалуйста, в комментариях, где и что смотреть. В лучшем случае пошагово, потому что я не очень шарю. И фишка в том, что это не я ставил, а когда я мотоцикл покупал, мне его привезли уже вместе с этими, с ручками. Это был типа бонус. Я его покупал, и мне сказали: чувак, мы тебе бонусом поставим подогрев ручек и центральную подножку. Вот, и они сделали у себя. И поэтому я вообще не в курсе, что и как там сделано. Вот, буду благодарен. Я все-таки доехал до пирамид, вернее, до туннелей Равны. Я побродил там немного и поснимал даже типа репортажи на свою камеру. Но теперь оказалось, что эти записи и пару записей до этого и после будет битые и не подлежат восстановлению, к сожалению. Хорошо, что хоть на телефон чего-то заснял. Короче, молния сверкает, гром гремит, лед как из ведра. Я уже где-то полчаса ехал, ну чуть-чуть больше, как на джетски, короче. Здесь мокрый, еду уже на границу с Черногорием, скорее всего уже не успею. Народ, я собирался без жести, но в этот раз не обошлось без жести снова. Короче, я тут нахожусь, я сейчас вам расскажу, где я нахожусь и как и что. Я, когда вышел из туннеля Равна, уже было где-то 19:30. Было 19:30, и шел же целый день такой сильный дождь. И я когда вышел, там было так нормально, чуть-чуть моросило. Я думал, сейчас уже прекратится. Вот. И я решил поехать напрямую в Черногорию на границу не по тому маршруту, который я составил дома, а просто взял в навигации Navitel, поставил ту границу, где я хотел, исключил автобаны, вот, и еду. И через минут 15-20 такой начался сильный дождь, молния, небо такое темно-темно-серое, такого цвета серого асфальта, почти что черное. Вот, я еду, и дождь все сильнее. Я вот такой уже промок весь, лужи, я не утрирую, по колено. Я такой еду, 5 раз и были такие лужи, и 2 раза из них такие коричневые, наверное, из-за глины или из-за чего-то. Я зачерпнул сапогами, мокрые ноги. Вот, короче, еду. Хорошо, что не холодно, да, потому что я когда ехал по Австрии, тоже был дождь, там дождь не такой сильный, но это было в горах, и мне было холодно. Тут нормально. Еду, ничего не вижу. Визор запотел, плюс капли дождя на визоре, снаружи бьет дождь, асфальт черный, темно, ночь, машины едут напротив, меня слепят. Я такой, вот буквально, не знаю, последние минут 10-15, как я тут очутился, я включил уже аварийку, чтобы меня видели только потихоньку, где-то километров 40 в час, потому что просто я вот не знаю, я ощущал себя как на джетске. Вот можете себе представить, максимально жесткий ливень, который вы себе можете представить, вот это было. Вот сейчас немножко приутих. Я не снимал, потому что камера была бы, как бы ничего бы не было видно, плюс я думал, все, выживаю. Вот, еду. И получается, что еду вдоль каких-то, не знаю, домов, огородов, поселений, и нету места, где и что. И я уже такой так про себя думаю, мне нужно какое-то место под палатку с крышей, да, и представляю себе, может, такой огромный какой-то мост, да, под которым есть место поставить палатку или что. Еду, уже не могу. Вот, и потом смотрю, так хоп, какая-то парковка такая. Думаю, все, просто на парковке заеду, потому что я начал уже заезжать в горы, и там было раз 10 таких просто, как бы таких карманов, да, но там не тема ставить, потому что как бы прямо у дороги могут задавить в конце концов. Вот, а тут я вижу, хоп, такое как бы маленькие посаженные такие кусты, и за кустами какая-то парковка, и там
с мусорками и с травой, и все, я думаю, все, поставлю тут, потому что уже не могу, потому что темно уже, да, вот сейчас уже начало 10-го, и дальше ехать, это чисто только в горы ехать, да, где-то граница до Черногории сейчас осталось примерно километров 65, 70 может. Вот. И я такой, уже думаю, все. И заезжаю на парковку и смотрю, хоп, что-то вроде, не знаю, даже сам не знаю, что это. Сейчас я вот сюда зашел, прям заехал на мотоцикле, потому что тут крыша, тут что-то вроде веранды, да, и думаю, все, хоть подожду, хоть чуть-чуть, чтобы дождь утих, потому что очень жесткий был. Так осмотрелся, вроде ничего тут нету, никого нету. И похоже, как будто вот тут сейчас рядом помещение, там внутри тоже столики со стульями. Вот, а тут как бы веранда, тоже столики со стульями. Пол такой бетонный, сзади меня что-то вроде гриля стоит. Вот, там холодильник какой-то. Короче, тут что-то вроде или кафе, или такого кабака, не знаю, вот так. На каждом столике по пепельнице. Ну вот, короче, все, я решил, я тут остаюсь. Я думаю, сегодня уже никто не придет. Вот, я просто завтра на всякий случай так четко в начале, ну, думаю, в 4:30, в 5 встану, чтобы до 6 отсюда смотать, чтобы меня никто не застал, потому что сегодня я тоже все равно в 4:30 проснулся из этих долбанных собак, которые там лаяли. Поэтому для меня не проблема, и хоп-хоп. Вот. Короче, да. Прикол в том, что я тоже себе заказал, типа сказал, что вот мне нужно место с крыши, да, потому что дождь такой лил вообще. И вот у меня место с крыши, поставлю тут палатку. Да, и буду ночевать. Тут проходит прямо вот дорога, я вот здесь просто съехал, хотел тут на парковке, тут парковка у них, переночевать, но думаю, нахера парковка, если тут закрытая, и никто не придет, думаю, ну если придут даже утром или сегодня, думаю, вряд ли у них тут камера, вот слышите, опять сильный ливень начался. Было вот сейчас время, последние минут 5-10 он приутих, сейчас снова сильно. Ну вот, и короче, ночую тут, очень круто. Да, был в этом тут туннеле, да, снимал там немного. Прикольно, что уже решил ехать на границу, да, и потом эти таблички, типа, в ту сторону. Думаю, ну ладно, если есть таблички, поеду, посмотрю. И вот они меня привели на парковку. Я такой на парковке у одной девочки спросил, типа, я тут правильно? Она говорит, да, правильно, вот тут, типа, парковка, и потом ты можешь ходить. И потом я когда припарковался, я такой думаю, что, как, и выходила еще одна девушка. И я ее спрашиваю, извините, вы типа говорите по-английски? Она говорит, да, я говорю по-английски. Я говорю, вот я хочу зайти, вот там стоит равно туннель, это тут. Она говорит, да, вот тут, но уже закрыто, уже закончилось время открытия, да. Она сказала, и говорит, что, спрашивает меня, ты тут уже был раньше? Я говорю, не, вот я хочу в первый раз вообще тут, и спрашиваю ее, здесь типа есть пирамиды, энергетика, я хочу это увидеть и почувствовать. Она говорит, ты тут уже был раньше на экскурсии? Я говорю, нет. Она говорит, слушай, первый раз, когда туда входишь, нужно купить типа экскурсию и пройти. А те, кто уже был, то они могут просто заходить без экскурсии. Там платишь 2,50 и заходишь. А я говорю, блин, жалко, да. Наверное, и перед этим ее типа расспросил, и она мне что-то рассказывает, и спросил ее, верит ли она в эту энергетику. Она мне рассказала, да, про магнитное поле, частоты, рассказала, где что находится, какие пирамиды. И потом я уже не помню как, но выяснил, что она там работает. Я спрашиваю, типа, ты там работаешь? Она говорит, да. И вот она уходила домой. И она мне сказала, чувак, никому не рассказывай, я сейчас расскажу. Но там сидит один охранник, вот, и он, я ее спросил, ну там уже закрыто? Она говорит, нет, там как бы закрыто для тех, кто первый раз приходит, потому что нету того, кто экскурсии проводит. А те, кто уже свои, можно так сказать, они просто заходят. И говорит, вот поднимись, и там охранник, просто скажи ему, что ты уже здесь был, да? Я говорю, просто ему сказать, она говорит, чувак вообще не понимает по-английски, и я ее спрашиваю, он меня точно впустит, он как бы не встанет перед мной и не скажет нет. Она говорит, не встанет, он типа
не говорит по-английски, поэтому ничего спрашивать не будет, да? Вот, я говорю, ну хорошо, поблагодарил ее. Оказалось, что она вот собирается в следующем году посетить Румынию и Молдавию, потому что я ее спросил, как ее зовут, ее вроде звали, забыл, как зовут, звали на В, кажется, или Вероника, или Ванесса, уже не помню, неважно, записал на другом видео, кажется. Ну вот, она меня спросила, как меня зовут, ну я сказал, что меня зовут Павел, она говорит, славянское имя, я говорю, да, вот я из Молдавии, и она говорит, вот, типа, я собираюсь тоже в Молдавию, и, наверное, это такой знак, что я в этот раз обязательно должна посетить Молдавию. Ну вот, я пошел вверх, и там этот чувак сидит такой, думаю, ему лет 60-70, и рядом с ним стоит женщина. И, скажем так, не так, я поднялся, и там стоит другая женщина, я к ним подхожу, говорю, вы немного говорите по-английски, где тут вход в туннель? Она говорит, чувак, вот там вход, но ты должен сначала подойти к тому чуваку. Ну, прямо как в ролевой игре на компьютере. Я такой иду к этому чуваку, говорю, я хочу зайти. Точно, мне эта девушка на парковке сказала, чувак, ты просто подойди к нему и скажи, что ты просто хочешь зайти туда помедитировать. Вот, я сказал, все отлично. Прихожу к этому деду, говорю, чувак, я хочу туда зайти, мне надо помедитировать минут 10. Он такой смотрит, а рядом с ним стоит еще какая-то женщина, они общались. И он мне что-то говорит на своем. Она меня спрашивает, чувак, он хочет знать, ты тут уже был? Я такой, думаю, блин, врать нехорошо, ну да. Говорю, да, я тут был, но пару лет назад, я вот проездом, мне на минут 10. Она ему сказала, он ей еще что-то сказал, она говорит, чувак, ты точно был? Потому что только те, кто уже были, могут просто зайти, а так надо брать экскурсию. Я говорю, да, был, но я на чуть-чуть. Они говорят, ну ладно, вон, забрось там монетку и иди. Я такой, спасибо. Пошел, забросил монетку. Такой хоп-хоп-хоп. Зашел. Она меня тоже предупредила надеть каску. На всякий случай, там много касок лежало, вы видите. Надел каску, раза 4-5 стукнулся башкой. Так что хорошо, что одел. Ну вот, и там поснимал чуть-чуть, посидел и смотал. Короче, вот это очень было прикольно. Наверное, просто чтобы прочувствовать это, там надо хотя бы провести целый день. И там такая туннелевая система, как я понял, под всем городом. Там высоко, там вокруг города по периметру есть пару этих пирамид, можно сказать, с туннелями. И вот они между собой связаны туннелями, и у каждой пирамиды свое название, своя частота туда-сюда. Вот, я там чуть побродил, и вот. Ну вот, и, короче, приехал сюда. И такой довольный, что я тут. Поставлю палатку, я вам еще покажу, что это как. Короче, жесть была, и эмоции были, и, короче, это просто кайф. Вот. И тут еще даже классно, может быть, вот мотоцикл высохнет, и я смогу завтра утром смазать цепь, потому что я сегодня целый день еду на сухой цепи, а вернее не на сухой, потому что дождь, она мокрая, да, без смазки, просто еду и прямо слышу, как оно звенит там, плюс песок закидывает. Короче, вот так. Это просто круто вообще у меня, да. Просто как я вот еду, думаю, мне надо что-то с крышей. Вот хоп, и с крышей. Все. Благодарю за внимание, до новых встреч. Вот получается вот это вот помещение, там столики, стулья туда-сюда. А я разместился тут. Вот. Тут стоят еще разные столики. Я тут свои вещи разложил, сушусь. Куртка насквозь промокла. Вот. Мотик мой стоит, сушится тоже. Тут еще там столики, стулья, мои вещички на них. Вот, получается, тут что-то вроде гриля такого. Наверное, пекут или что-то. Вот, холодильник старый. И вход, соответственно, туда. Да, и вот получается, что вот одна стенка, она застекленная. Вот, и открытый выход. Вот. И я этому очень рад. Буду тут торчать
ждать завтрашнего дня. Оказывается, я тут не один. Тут ласточка. Еще одна улетела. Прямо над моей палаткой. Поэтому придется палатку переставить, чтобы на всякий случай они не нагадили на мою палатку. Я уже лег и слышу, тут кто-то летает. Получается, вот так поставил палатку. И там на люстре, можно так сказать, две ласточки. Тоже нашли укрытие, как и я. Вот, четко по границе помета